Так, тут сразу несколько крестов сдохло. Еще минус крестенка, еще нормально, нормально. Мемп и компания решили рискнуть и добавили в свой S-тир турнир Warlords 4 очень трешовую карту. Вписали ее в хаотичные, называется Скукуза. Не знаю, кто ее делал, но, как вы видите, супер много дичи в центре. И топ-игроки рейтингом 2500 плюс сражаются на ней. Причем это решающий матч второй квалификации между французским игроком Маргугу, довольно мемным челиком, и Думстером из Индии. На самом деле это считается топ-2 игрок из Индии, который топ-6 является в командном рейтинге. То есть очень много играет, соответственно, супер опытный, но через командный рейтинг. И здесь у него рейтинг пониже, но 2-2 счет, решающая игра, первый раунд, и все решается на хаотичной карте. У Маргугу ацтеки, у Думстера кельты. Как мы видим, сразу старт с 9 крестами, и Маргугу уже накопил и построил барак. То же самое сделал и Думстер. Зачем так рано барак? Ну, чтобы лепить мечников и, конечно же, бороться за эту охоту. Сначала ребята подгоняют дичь чуваками, но потом будут выходить, видимо, в центр. Сколько здесь охоты можно чекнуть, как тут так. В оленях 5000 еды. В остричах 4800, в принципе. И так как дичь добывается быстрее, чем стандартная еда, там типа ягода, овцы, да, то за нее и пойдет борьба. Тут очень много ягод на самом деле на внешнем кольце, но в центре все поважнее. Давайте думать о бонусах. Бонусы от стека. Начинаем это на 50 золота больше, это довольно приятно. Есть орел, который сильнее скаута в темной эпохе. Двигается уже первый пехотинец, который рождается быстрее. У ацтека военные юниты быстрее производится, это довольно удобно. Ну и в принципе пока что на этом все. Также кресты переносят на 3 единицы ресурсов больше, соответственно им надо меньше ходить. Думстер уже найдлил себе за кельта. В чем прикол кельта? В том, что в новом патче его тоже подняли, можно сказать, и уже даже с темной эпохи его пехота передвигается быстрее. Это, конечно, удобненько. Так, соответственно, смотрим. Уже 5 мечников намасил кельт, на самом деле. Больше, чем ацтек. Ай, молодца, но он айдлил много. И давайте посмотрим, виден ли тут центр всем игрокам. Нет, такого нету. Овечка немножко разведывает, ну даже не немножко. Ну и орел, удобный такой челик. Так. Ну, Думстер агрессирует, 5 мечников, но на больше ему не хватает, потому что нужно золото. Но он уже поставил шахту, соответственно, оба игрока пока что сражаются без лесопилок. Погнал жара, соответственно. Так, есть ли лум? У товарищей пока еще нету. И делается лум, приходится, наверное, терять крестьян, либо отмикривать. Маргугу уже слил одного своего челика. Здесь сражается, лума все еще нет. И он теряет еще челика. Кельтские мечи уже сражаются практически под ратушей. Начинается замес стандартный, но уже 2 потери. Зря Лум не сделал Маргугу здесь, что-то как-то нечетко среагировал. Думстер же тоже выходит, соответственно, чуваками, и лес качает под ТЦ, вот это ему тоже помогает, потому что он за кельта качает лес быстрее немножко. На 15%. Здесь, да, бонус на то, что плюс 50 золота. Но все равно золота уже ни на что не хватает. Ну и погнали рубиться, мужики. 6 мечников на 5 и орел. Так, скаут у нас тоже на месте. В принципе, пока Думстер агрессирует, у него много раненых, много пробитых. Так, Том. Даже можно сравнить, да, 6 чуваков, 127 хп, 5 чуваков, 173 здоровья. Окей, ну помним, что кельтские мечники быстрее, они могут выйти из боя как-то. Здесь, в принципе, добыча охотой так себе идет. Не распределяя Думстер своих чуваков и продолжает больше адить. И таким образом уже, смотрите, крестьян 22 становится, но никто не может перейти, потому что вкладываются в больше мечников. Аж 3 на золоте у Думстера, у Маргугу 2. Считается, что 2 на золоте достаточно, чтобы работал один барак мечников пехоту. Домики производятся. Так, ну и что? Ссылы, в принципе, понятные. Вопрос, почему ни у кого нет монголов. Очевидно, не забанены здесь монголы, да? Ну, посмотрим. Так, ну тут мужик не убежал. Начинается замес, подключаются крестьяне, соответственно, и погнали. Думстер тут побольше, но схватывает еще крестов Маргугич. И хрен его знает, тут все начинают умирать. Но Думстер убивает больше юнитов. Его скаут все еще живой, но вряд ли ему долго осталось. Ой, вот этот замес, 7 мечников на 3 всего лишь остается, господи. Но Думстер
Думстер просто не производит крестьян в принципе. Он забил на это дело. Очень много крестьян сражается, соответственно, никто из них не еду не сбрасывает. Тут 150 еды на руках у крестьян сражающихся. 13-13 размера, но Думстер убивает очень много крестьян, на самом деле, да, то есть он их не делает, но убивает. Здесь мужик, ну, еще Думстер даже... А тут его крест выживает, зафокусил его или нет, его не видят. Маргугич, ух, ну заметили его тоже, жесть. Уже 13 крестьян сдохло, 14 суммарно сдохло. И все это время здесь есть лесопилка, а здесь лесопилки даже нету. О май гад, они выходят на центр. Крестьян 19-18, окей, работаем. Нажал на лес, зачем? Так. Надо постоянно производить мечников, это очень важно. Крестьян, ну, может быть, тоже. Но все же сложно без лесопилки будет жить, я даже не знаю. И даже вторая мельница, когда он лесопилку-то поставит без лесопилки? Ну, домиков на 45 лимита тут есть. Конечно, понимаем, что военные юниты могут убивать оленей, но даже не за один удар, а за два, потому что здесь всего лишь 4 урона у них, а 5 хпшечек у оленеподобных в эпохе. Но всего лишь 3 мечники очень сильно Маргугу делает, типа, крестьян старается, тем самым проседая по армии. В принципе, так. Ну, есть впечатление, что Маргугу копит на второй барак. Нет, он копит на мельницу. Здесь нашли раненых и убивают. Но кельтские пехотинцы уже очень быстрые. 0.94, да, здесь всего лишь 0.9, по идее. Ну, у крестьян всего лишь 0.8 скорость вообще, слишком маленькая. Угу. Наглый мужик, но, в принципе, отходит. Вот это замес, блин, чисто максимально хаотичный старт, из которых я видел на этой карте. И причем игроки держатся примерно одинаково. Забавно. Ну, Маргугу довольно молодой игрок, насколько я знаю, и он ворвался в топ буквально там годик назад. Насколько я знаю, его там Сито тренил, топ-1 француз, да, и, в принципе, агрессивный стиль подходит. Ну, прикольно тут домики стоят. Но агрессирует больше Думстер, я бы сказал, да. Вообще 3 минуты айдл ТЦ, но это оправдано. Если выгнать отсюда, то вся еда будет его. Ой-ой-ой. И он даже пытается мельницу замучить. Капец. 6 на 9 мечников, делается 10-й. Ну, у Думстера действительно лучше мечники, они быстрее бегают. Тут не повезло, так, женщина убила мужика и уходит. Много микро. Много постоянного микро, я даже не знаю, какой АПМ можем посмотреть, у Думстера выше АПМ, чем у Маргугу. Интересно. Лютый замес, конечно. Ладно, АПМ посмотрели. Думстер убил уже 14 крестьян. Офигеть, это очень много. На 7 больше. И он лидирует по крестьянам, по армии одинаково сейчас. Подрезка оленей. Очень много тут уже раненых. Маргугу как будто. Сложно, конечно, это комментировать, потому что тут нереальные замесы идут. Так, эту крестьянку никто не трогает, она молодец. Ну что, может попытаться реально убить мельницу, хотя здесь уже оленей не так много, надо скорее тут работать. Боже мой. Да. Очень много крестов, Маргугич теряет, его просто унижают, на самом деле. 16 крестов потерять в темной эпохе. Здесь мужик выходит. Но дерево по ТЦ, на самом деле, по 200 в каждом дереве, да, по 200 леса, поэтому прям там хватает. Это способствует тому, что можно играть агрессивно. Дольше и даже барак второй ставит Думстер. Ну, бонус от стека в том, что его барак работает быстрее, но видно, что все сложно. Золото тоже, кстати, скопилось намного больше, как и добытых лесов, у Думстера все лучше. Нифига он хаос создал, и будет сложно откомбойчить здесь Маргугу, мне кажется, уже. Уже 16 минута игры, второй барак. Это Маргугич как будто пытается, но проблема в том, что кресты, которые пытаются сбежать у Маргугу, их добивают кельтские мечники, да? Так. Очень много каких-то мискликов. В принципе, КД одинаковые. Оба убивают друг другу себе. По 35 юнитов уже убили, ё-моё. Ну, кстати, здесь, смотрите, 5 ментов на 1 осталось. Так, немного опасно. Сколько тут раненых? Раненые тут есть некоторые. Так. Но здесь должен заработать второй барак. Проблема в том, что еды совсем нету. Реально. И второй барак пошел от Маргугу. Так, смотрим. На лесопилке остался один чувак. Здесь перешли на ягоды. Ну, типа, норм, на самом деле, да. Чем здесь работать, все-таки постоянно тебя трогают, бьют.
Ну и вот такой отряд идет. Да, феодальной эпохи тут тяжело, и не хватает. Тут, смотрите, я не знаю почему, но ему не хватает на лесопилку снова же, да? Потратился в барак, это просто жесть. Но мы можем заметить, что Маргугу занял вот этих оленей. Здесь всего лишь 3 осталось, это совсем копейки. И я не уверен. Кто здесь? Так, агрессирует уже Маргугу, ничего себе. Он камбэчит. Не совсем понятно, за счет чего. Уже у него 8 мечников, жестко. Заказывает он их сзади, не спереди. Видимо, через выделение всех бараков. Хотя довольно важно заказывать именно их на форварде, я считаю. Уже 10-го делает, 2 барака заработала. Ну, у Думстера все было хорошо, и вдруг резко так перевернулось. Да как же так? Невозможно поверить. У него все еще быстрее мечники, и он может окружать, убивать. На дерево нашел. Так, еще мельница назван. Борьба тупо за вот это вот. Ход, можно здесь, кстати, мельницу было ставить. Прибудет еще больше крестьян. А вопрос, кто сколько крестьян использует. 24 крестьяна. Это... Стоп, это же все практически крестьяне. Это все крестьяне, кроме этих 3 у Думстера, идут на форвард. Реально очень много. Ну это уже кринж. Совсем. То есть он идет снова all-in, он хочет выиграть их. Но здесь очень много раненых у Маргуги. Ё-моё. Может это правильное решение? Но практически не добывает ресы, на самом деле. Здесь добывает, но непонятно что. О май гад! Женщины на мужиков. Здесь много кто мигрит. Думстера вырастает КД. Он убил 25 жителей, господи. Здесь довольно умная мельница ставится. На ягоды и на оленей. Ну и кажется, этот мув немножко срабатывает. Думстер, он срывает все крестьян и снова доминирует. И правда у него продакшн нового совсем не идет. Так. Ну у него на 5 крестьян больше. Не убегает, убегает. Да. Бургеры. Много крестьян убегает, надо работать, надо добывать еду. Ратуша стоит уже 8 минут, просто в темной эпохе айдол 8 минут, нормально. Так, еще минус крестьянка. На 14 крестьян больше убил Думстер, но как будто бы ситуация все равно не ясна. 17 крестьян на 23. Но если сейчас они поработают. Кто? Ставьте ставки, кто перейдет в феодал. И перейдет ли кто-то здесь в феодал? Ух, не знаю. То есть тут минимально 1 крест остался, да. Здесь на еде, здесь на золоте, все. Буквально. Золото причем заканчивается. Здесь по золоту уже 503 на золоте. Можно их убирать, оставлять либо одного, либо вообще 0, надолго хватит. Ну, я бы одного оставил. Реально заметить. Но проблема в том, что даже лес не качать. Ну, блин, это капец, конечно. Думстер улынит очень жестко. Очень жестко здесь улынит. И... Ну, он вот сейчас сбрасывает много еды и заказывает 2 мечника. Ну, мечники 150 еды. Ух, ну здесь такая пачка идет. Правда, раненых много. Но на самом деле, ребята, олени-то заканчиваются. Они почти закончились, да? Думстер видит этих 3 еще. Ну, их можно брать. Как-то. Либо сюда мельницы ставить просто. Здесь еще один все гниет. Ох. Так, тут сразу несколько крестов сдохло. Еще минус крестенка, еще нормально. Думстер, конечно... Ну, хотя у него добытых ресурсов уже равенствен, потому что у него больше крестьян. Тут, конечно, такой парадокс, что он больше велварит крестами, но за счет этого больше убивает и больше в итоге ресов добывает. И он снова выигрывает. Да. Или нет? У них обоих по 22 лимита на 24-й минуте игры. Окей, понял. Что будет дальше? Не совсем понятно. Я говорю, тут уже 500 золота накопилось. 20 золота всего лишь мечник же стоит. Ё-моё. Ё-моё. Ну, золото скоро закончится буквально. Смешно. Фермы уже пошли. Ничего себе. Вот это да. Даже фермы. Так, ну 7 мечников на 5. Ну как будто бы у Думстера получше ситуация. Да, конечно, получше. Сколько тут хпшек? 164, здесь 233. Ну, я не знаю. Но он ведет в бой раненых крестов. Прям много раненых. Эти вообще раненые, капец. Так прогоняет. Но Маргугу как будто согласен отдавать мидл. Как бы тут ничего особо не осталось. Да? В принципе, дожираются какие-то олени уже. Проблема Думстера в том, что да, он походу выигрывает мидл, но
У него нету лесопилки, ему, ему сложно будет. О май гад. Даже в ферму не может сбросить ресурсы. Условно, там, добыть кучу леса лесорубом и сбросить ферму, она 60 стоит, а у него 57. Ему надо чуть-чуть лес добывать. Чуть-чуть. Так. Ну, тут, кстати, сейчас пойдут бараки выпиливать, да? 10 мечников на 6. Но Маргуку как бы пытается дальше сражаться. Ой, он находит кучу раненых крестьян, это очень важно. Сможет ли он их убить? Да ладно, он эту даже не убил. Он никого не убил. 33 на 20. Охота заканчивается вот так вот кушать ягоды. Это, конечно, максимальный кринж. Ягоды — это самый медленный источник пищи. Еще и на таком далеком расстоянии. Так, ну все, это последний олень, кажется. Ну вот еще, да, второй. И Думстер понимает, что надо качать лес. Ну, здесь будет сложно. Тут разве что можно убежать. Далеко от своих жителей Думстера, и он решает принять бой. Кажется, он не понимает, что у него меньше хп. Но пачка у него большая, она может действительно убегать. Немножечко она быстрее. Но выходит еще два мечника. И, ребят, смотрите, 12 на 6 суммарно. Это серьезная заявка. Здесь начинаются уже фермы. Закончились, правда, ягоды. Пора несколько на лес отослать. Как он делает фермы. Вот это добыча, конечно, жесть. У него 1-2 на лесе. Как он делает ферму, вообще это непонятно. Эти ослы устали ходить здесь, мне кажется, уже абсолютно. Кто сколько мельниц сделал, тоже интересный момент. Типа 3 на 3. 3 на 4, потому что вот это еще есть мельница. Интересно, закликволил на золоте. Здесь нашел еще одну крестьянку. 30 на 17 крестьян больше убил Тумстер. И у него как будто лучшая ситуация. Да, ему хватает на лесопилку. У него этот запас золота, который... То есть даже если убрать все золото, ему все равно хватает на... Вот он убирает. На 20 мечников. Это норм. Переход не стоит золота, да, феодалку. Так, здесь сражение идет. Маргул снова пытается микрить. Ну и Думстер вроде пытался. Ну как-то криво. Нормально заберет этого челика, да, микрит. И даже спас. Нет, не спас. Не спас. Здесь просто занимается чуваками на золоте. Но Частокола бить не очень приятное решение, потому что у Частокола все-таки хоть мало хп, но есть броня, в отличие от вот этих домиков даже, да. Так, здесь идет наказание. Ой-ой, сколько тут раненых крестьян. Пощадили чувиху. Думстер убегает. Ну что, может бараки выпилить? А что дальше? Вот дальше совсем непонятно, что происходит. Лимит 38 на 29. Кто готов к переходу? Ну, у чувака 0. 0. Да, и на еде абсолютно ничего нету. И он выходит на эти ягоды. Ну, да, я бы, наверное, так же примерно делал. Эти мельницы выносить уже смысла мало. Ну вот, здесь разведчик гуляет. Так, ну сейчас надо браться за голову и думать дальше. Способен ли на это Думстер? Потому что Маргугу как будто как бы успокоился и делает фермы. И у него за счет того, что на 3 ресурса больше... На 3 ресурса больше переводят. У него фермеры буквально лучше работают. Ну и все остальные кресты тоже. А там только лесорубы на 15%. Не находит эту мельницу, да? Здесь у Маргугу 6 крестьян. И от кельтских мечников фигу бежишь. А эту мельницу находит... Господи, сколько там крестов? 21 крест только что был мертвый у Думстера. Смотрим. Одного он потерял. Ну смотрите как. Воля, мужик, да. Никто не особо... Не пытается квикволить особо. Так, ну здесь... Упарывается Думстер, но он находит лес, но лес приволен, все четко. А здесь кресты падают. Тихонечку. Еще минус, еще. И Маргугу вырывается вперед по крестьянам. Так, здесь пытается заквикволить, но очень плохо это получается. Что-то 5 айдлов, почти никто не работает. Здесь золото так добывается, зачем тебе это золото? Крестьяне на еде что-то типа работают, но не особо. Здесь они просто бьют здания, но опять же они из-под холма бьют, значит меньше урона наносят. Но у Думстера 16 мечников. Пойдет ратушу сносить? Это не так просто. Это надо порядка 40-50, думаю, мечников. Ну, пехотинцев имеется в виду. И то даже больше, походу. Потому что ну, они ваншотаться будут ратуши, и ратуша их расстрелять. Ну, вроде задефался тут Думстер. Но переход от Маргугу. Феодал. И здесь доживет ли он до лучников? Ну, почему бы и нет. Главное, чтобы леса хватило. Здесь дырочка, кстати. Я думаю, может выгодно убивать тупо домики. Ну, здесь Маргугу вот так вот. Одна лесорубка работает.
Эти мужики тратят лес. Отлично. Но выход на другую лесопилку. То есть лучше распределяет ресурсы здесь у нас Маргугу. У Думстера 15 минут айдла. Нормально. И это как топы играют на этой карте. Ну, все верно. Находит новый лес. Здесь особо раненых нету. И он продолжает делать мечников. Он не идет переход. Так, начинаются киколы. Понимает Маргугу, что туда смещается вся банда. А что делает еще Маргугу в плане? Он делает ли армию? Сейчас 4 у него есть. Будет ли он апать монетармсов? Да, конечно. Ё-моё, посмотрите, здесь много раненых. 4 очень мертвых чувака. Аккуратно здесь убегает Маргугу снова. О май гад, добытые ресурсы. Маргугу чуть выше. Так. Ну, просел по счету Маргугу, и это показатель того, что он переходит в следующую эпоху. Думстер недоволен, наверное. Так, здесь находит золото и переход. Ух ты, он перешел. Вот пес. Ну да. Ты сделал 21 мечника. Теперь ты думаешь, что с ними делать. Так, ну Маргугу даже не пытается апать Менетармсов. Пока что. Наверное, сделает это. Здесь суета. И стрельбище самое главное. Опять же, лучники будут производиться быстрее за ацтекушек. Много лесорубов здесь, засеивается. Но немножко поздно все это делает Думстер. Здесь мужик идет новый. Его схватывают. Хватит. Кусты жрутся. Ужас, ужас, ужас. Здесь, конечно, вот эту халяву будет жрать, но Думстер не использует. Делается также кузница. Так, ну, были ресурсы у Маргугу пропать тут все. И делается вышка одного крестового били. Ну, вышка простое решение, да, чтобы бесконечно не следить, какие-то авы вычинивать. Просто вышка, которую причем вот этот мужичок бьет. Но это не сильно. И здесь, в принципе, даже Думстер выигрывает. Первый лучник, давайте посмотрим. И начинается микро. Есть стрела, есть второй лучник, и теперь даже кельтские мечи становятся почти бесполезными. Но особенно если их использовать в удержании позиции, они, в принципе, красавчики. Да, абсолютно ничего не делают. Перебегает на другой лес. А, нет, перебегает, я думаю, на золото. Сейчас Думстер. Ну, Думстер, у него-то все, в общем-то, неплохо, да? Да, та армия пока бесполезна, но если ее апнуть, у нее будет еще выше скорость. Там очень высокая скорость будет, на самом деле, да? И, в принципе, еще плюс 5% кельтского бонуса будет, да? И тут вообще можно даже ее сломать. И сам апгрейд на мечника даст бонус. Так. Немножко начинает распределять Думстер и Вилов. У него много ферм. В принципе, рабочая ситуация. Надо дождаться ап на мечника, броню им сделать. Может, даже поджог. Идут лучники. Но лучники с 2 стрельбищ, конечно, это тоже жестко. Их 7 штук заказано. Вышка на лес. Прекрасная. И смотрите, просто каменные стены. То есть, грамотно заюзал 200 камней Маргугу, да? Задефался. Но больше не осталось. И здесь, конечно, попытка через ворота отзонить лучников не получилось. Ну, тут немножко распределяет. Погнался Маргугу всего лишь за одной крестьянкой. Окей. Ну, может быть, тех 3 запомнил. Итак, бараков у нас действительно 2. Можно спокойно тут... Он продолжает делать мечников. Ну вот, отменил, чтобы сделать сразу апгрейд, очевидно. Крестьянку убили. Все равно он 12 больше убил. Чувак. И, конечно, он понимает, что мечники хоть и быстрее лучников, но сложно будет их догонять. Все равно лучше сделать скирмов. Застрельщиков, насколько я понимаю. То есть, как же долго он переходил. На 40-й минуте перешел феодал. Делает кузницу, 2 стрельбища сразу. Ой, не отменит ли ему тут? Так, ага, понимаете, он дефается мечниками, да? Делает, причем сразу броню. У него много ресурсов, действительно. Тем временем. Ну, мечники реально быстрые, скорость 1.06. Так, Хамут, топор. А в кузнице что? Стрела пока еще не идет. Тем временем, тут вообще-то золото сейчас скоро закончится. 700 золота есть. И смотрите, Маргугу здесь размикривает пацанчиков некоторых. Так, стрела и сразу скирмы заказаны. Ну, как сразу, относительно. Но лучники начинают так уверенно масться. И так как мечники пошли направо, налево, разделились, они уже не выглядят такой сильной пачкой. Здесь вообще халявщики бежали, эти самые 3. Ну, Маргугу уже больше крестьян, несмотря на то, что он реально слил 40 крестов. И идет форвард вышка. Но проблема реально в том, что золота тут уже немного осталось.
Поэтому, возможно, вот сюда вышка, да, посмотрите на количество золота и лес. Это было бы получше. Выходит, скермишер, делается броня. В принципе, Думстер такой, окей, все, феодали, давай поиграем жестко. Да, в принципе, он, я думаю, может и дальше делать мечников реально. Они у него очень сильные. Они флангуют, окружают, нагнетают. Здесь посмотрим, может он не заметит и сольет крестьян. Вот на что расчет идет. 5 крестьян села в вышку, теперь... Ага, ну все, -1 и убегают золото. Но посмотрите, что делает Маргугу, он нажимает замковый переход. И если разница между феодальными юнитами и юнитами из темной эпохи, она большая, но не супер большая, то уже между замковой и феодальными она критическая. Там один рыцарь может развалить прям много юнитов. Хотя тоже можно играть феодалом против замковой, но это самое сложное, наверное. Разница между имперскими и замковыми юнитами тоже рабочая, можно сказать. Замковыми юнитами можно играть против имперских. Самая большая разница между феодалом и замковой, я думаю. И здесь находится кресты, но скирмы как бы вроде как в деле, на пределе. Аванпост. Ну и, да, где-то нашел камень, Думстер, да, соответственно, и будет трашить еще параллельно. Заваливает золото. В принципе, армии 14, то есть снова Думстер доминирует по количеству крестов, армии, но так он решает дальше не трашить и уйти на мельницу. Вот это тут точка интересная. Здесь кто сидят? Кресты? Что-то долго сидят, походу. Так, ну, обратите внимание, Маргугу схалявил и не делал ни одного АКАПа, да? Здесь делает вышку, одна крестьянка снаружи, не хватает здесь мечников, где они? Что они делают? Убивают рынок, убивают новых крестов Маргугу. Ух, тяжело ему становится. Он хочет апнуться, у него даже... Он прогоняет людей с ферм, чисто чтобы золото качать. Поэтому еды будет мало. Достроится ли эта вышка? Кажется, эта вышка будет достроена. Я так понимаю, он купил 200 камня, очень похоже, да, потому что Маргугу не добывал камень. Купил 200 камней, поставил вышку, но здесь грамотно Думстера вышка. Те самые 3 креста, которые бежали, они здесь адаптировались, идут сюда. Снос рынка и замковой эпохой апается арбалет. И вторая стрела, я думаю, тоже будет. Учитывая, что ты все равно слил 43 креста, какая разница, делать еще или нет. Ну, даже делать еще одного креста. Так, что я еще тут не вижу? Ага, 6 арбалетов, которые должны нанести массовый урон. Так, здесь 2 вышки, понятно, но здесь с фермой будет беда. 2 скирма вроде неплохо начинают, но арбалеты стреляют уже побыстрее. Побольней, подальше. Бегает под вышку. Ё-моё, какой же, конечно... И это финальная катка, то есть это максимально важная катка. Они уже сыграли 4. И просто, ну тут нужны нервы, я не знаю, он заволивает. Убивает рынок. Но 6 арбалетов, это, конечно, жестко. Не расстраивается Думстер, приводит прям пачку скирмов по чулю. И, в принципе, у него по крестам очень сильно больше, и как будто бы Думстер тоже вот прям останавливает продакшн армии, хочет перейти, ему бы рынок поставить какой-то где-то. И уже как-то нажать переход, не знаю за счет чего. Вышки, кстати, не кроют друг друга. Другой вопрос, что скирмы неплохо работают. И здесь, в принципе, да, рынок идет, но всего лишь одной крестьянкой будет долго строить. Здесь, смотрите, вообще интересно. Универ и... Еще один рынок. Рынок очень важен в таких хаотичных играх. Но здесь есть проблема, да, кресты-то, может, и выживут, а мечники вот будут отмикрены. Да, Маргугу начинает микрить. Здесь, конечно... Фух, ну здесь разобрался. Думстер... Блин, ну Думстер-то цепляется. Снова ситуация повторяется. Он идет в замковую... Нет, подождите, он еще не идет в замковую эпоху, да? Это я уже... Он пойдет в замковую эпоху, у него будет большая армия, которую надо дождаться снова. Здесь кресты работают. Ну, сейчас уже у Думстера распределенная экономика, можно сказать. И здесь вышку делает грамотно. В принципе, кельт на отстака. Я бы ставил на кельта. Не знаю, что-то мне кельты заходят вообще сильно. Но, может, я не прав. У отстака есть варианты с ягуарами, например. Очень неплохие. Так, траш продолжается. Но очень хочет, мне кажется, замок все-таки Думстер. Мечники правильно делают. Они сливаются, но сливаются на базе врага. То есть, да, где-то... В принципе, можно было пойти дальше, просто бегать ими и пусть его ловят. Но баллистика их быстро словит сейчас. Вот это вот, наверное, ошибка, потому что он приводит лучников, грубо говоря, к своей базе. Так, ну здесь, смотрите, арбалеты пришли и встали под вышку. Что здесь Маргугу придумает? Ну, думаю, ничего, он здесь умрет. Здесь много скирмов, даже сплит от Думстера. И, в принципе, блин, неплохой игрок. То есть мы знаем из Индии только Драгонстара, но Думстер... Играл я что-то с ним, очень жесткий, реально. Топ-6 в командном рейтинге. Это... Так просто не наобузить.
я думаю. Так, камень уже качается абы как. И, кстати, у Думстера все-таки за счет экономических апов больше добытых резов. Блин, ну катка, конечно, просто угар. Последние мечники остаются. Ну что, 22 скирма, вот это прикол. Орлов можно делать, и 2 барака стоит, как бы. Но здесь все просто, ребят. Так, начинается экономика, топорики, что еще? ТЦшки ставить мы не будем. 2 вышки, которые, опять же, не перекрывают друг друга. Но лучников уже становится 20, а замок очень сильно хочет Думстера, я уверен. Просто вопрос, куда его ставить. Что-то типа... Так, эти крестьяне в итоге тут и остались, да? Здесь крестьяне, честно говоря, я и потерял из виду, но вот они все еще живые. ТЦшечка сюда, окей, ну куда замок пойдет, самое интересное. Скирмы апаются неплохо, в принципе, даже броня вперед стрелы второй идет, чтобы танковать максимально, видимо. Либо уже просто нажимает, что может. Так, все еще очень равная игра. Домовтык начинается у Маргулу, и скирмы приходят. Больше дальности здесь. Так, мечники будут умирать, но в это время скирмы. Ну видите, он мечников послал туда, они прошли мимо, типа такие, окей, ладно. Баллистика есть? Ну, то, что второй стрелы нету, то есть Думстер тут... Думстер тут что делает, собственно? Вторую стрелу не делает. Замок. Где-то идет замок. И он решается ставить 5 крестами полуфорвард замок. Этого не видит здесь Маргуку. Такой реально полуфорвард замок. Ну, интересно, чтобы армию слать вперед. Сплит скирмов, и здесь, кажется, уже похороны маргуговских чуваков. Кстати, очень прикольно, тут золотокамень вместе. А здесь идет осадка. Так, Маргугу просто лупарит лучников. Идет сюда, опа, опа, но здесь даже вот 2 скирма, офигеть. И Маргугу, кажется, заметил замок. Нет, он не заметил замок. То есть у него нет до сих пор информации, что его ждет. Да? Маргугу вообще не добывал камень в этой игре, насколько я понимаю. Он уже себе сетапит экономику, там все такое. Вторую стрелу все-таки делает Думстер. И здесь таки развалил. Скирмов очень много. Я думаю, можно переставать их делать. 24, он еще 4 делает. Кельтский бонус на лес работает. Так. 5 крестьян и... Что? Замок автоматически по стенам не будет стрелять. Соответственно, он палиться не будет. Да? Чик. Мы не знаем о замке. Окей. Тачечка, тачечка. Отлично. Хомутик. Окей. Здесь делается чуть такая штука. Но у нас рейдеры. Рейдеров сделали чуть-чуть дороже, но теперь они просто космически бегают. Космически быстро. Так, ну здесь могут убить всех этих товарищей. Поиск халявы от Маргугу. Но Маргугу добавляет 3-ю ратушу. Здесь, кстати, все-таки Думстер не полностью лынит. 2-я ратуша. Но он думает об обороне, вышки что делает, да? В принципе. И как бы игра переходит в макро. Прикольно. Конечно, как она начиналась. Но нет, к часу игры ребята проснулись. Блин, куча кустов, конечно, это вообще. 2-я броня. Так, ну, мне очень нравится ситуация Думстера. А Маргугу до сих пор не понимает, что там замки будут рейдеры, да, такие чуваки. В принципе. Хорошо, если бы он это понял, он бы, наверное, пытался в ягуаров пойти. Так, и здесь лучники все идут. Кстати, они там вроде как... Да, убили, но скирмы туда пришли, но их не словили. Лучники вернулись, тут минус катапульта очень быстро. Лёль. Рейдеры, посмотрите, какие мужики. Просто такой... Убежали, что-то... Если от них улизнули, можно скатать. Без баллистики играет Думстер. Так, ну здесь уже аж 2 пилы, красава. И сразу осадка. А здесь какая-то леспилка. Но рейдеров всего лишь 6, не то чтобы запредельное количество. Все-таки кайды не хватает. И сейчас их довольно жестко расстреляют, на самом деле, и здесь, но сплит от Думстера идет. Да, и рейдеры совсем сдохли, тут они были ранены, и баллистика зарешала. Лютый пот. По крестьянам Маргугу обогнал. Но Маргугу, смотрите, покупает камень, и я не думаю, что он это делает, чтобы поставить еще одну ратушу. Не-не-не, он форсирует замок. Срывается. Очень быстро, да? И да ладно, Думстер делает 2-ю осадку. Ну, кельт он или не кельт? У кельтов быстрее работают осадки, да? И быстрее атакуют. И пока манганелями занялся. Блин, ну здесь 2-й замок впору делать. Да? Ага, вот как нашел. Скирмов куча. Так, рейдер тут даже кого-то успел загасить. 70 хп в нем, отлично, 11 урон. Скорость, конечно, реально суперская, 1.35. То есть у рыцаря базовая же скорость 1.35. Ну да, 1.35 базового у рыцаря. Отлично. Ну, если скорость не прокачивать. Так. Можно пощелкать эти фермы, кстати, тоже. Че он тут фермится, а? Что ты тут? Чинь. Так, отлично.
Еще минус ферма. Тоже найс. 4 ТЦ, тем не менее. 4 ТЦ все-таки Маргугу. Окей, но он ждет замок. Думстер тоже хочет второй замок поставить. Возможно, сюда. Не знаю, непонятно. Неужели у него две осадки одновременно работают? Пока как будто бы не то, чтобы. Так. Выстрел. Здесь все тихо, мирно. В принципе, Маргугу готовится к замку. Здесь крестов. И здесь в своих ягодах же запутался. Рейдеры бегут. Рейдерам они на пофиг, но Маргугу понимает, что идут убивать катапульту, начинает чинить. И сколько он убьет рейдеров за эту тему? Ну, или даже вычинит. Не смог вычинить, но рейдеры тоже падают. Не знаю, размен, конечно, интересный. Но в это время пушат скирмы. И пушат катапульты здесь. И здесь, ой, страйчок-то получился выписать. Здесь вот катапульта, как же агрессивная игра Думстер все-таки жесть. Добавляет там снизу ратушу. Слил таки катапульту одну. И делается замок, сразу его замечает Думстер. И, конечно же, он бросает эту ратушу и выдвигается туда. С кермами продолжает микрить, тут рейдеры заходят. Лучники здесь, выстрелы. Опа, 4 катапульты. Ой, куда ты пошел? Ну, минус катапульта. Неужели успеет достроить замок? Крестьян все еще больше. Здесь немножко Думстер не успевает, но он начинает стрелять, конечно, кельтские катапульты стреляют, убивают своего, господи. И он решает не рисковать, не сливать 3 катапульты. Замок достроен и больше крестов в Маргугу. Проблема его в том, что... Да в чем проблема? Ягуаров делает, в принципе, в том, что он теряет вот эти вот штуки, да? И катапульты могут сместиться и выбить все здесь, например. Не, ну замок хороший, он кроет ту позицию с кучей золота, ну и как бы здесь. Но смотрите, что делает Думстер. Он будет спушивать ратушу сверху, кажется, да? Сверху еще ратуша. Блин, ну Думстер еще и макрится. Просто машина добавляет и еще замок сюда, в ДФ. То есть он играет от преимущества, да? В принципе. И использует свою армию прямо здесь сейчас. Почему бы нет? Потому что армию Маргугу вообще нет. Он делает катапульту, да, он успел сделать здесь осадку. В принципе... Так, ну, ягуары, на самом деле, у них вторая... У них 15 урона, господи, 65... Блин, они жесткие. Нет, ну они серьезно жесткие. Скорпов тут нет, но можно дать хороший выстрел. Фирмы мало будет урона наносить по ним. Рейдеры... Не, ну мужиков реально 15 урона, то есть тут как ни крути. Но они тупят. Я не знаю. Но они тупят. Пытался спасти ратушу здесь. Маргугу, но... Он очень сильно бумит и не вклад... У него нет еды на армию постоянно. Да? А Думстер, с другой стороны, приоритет как будто кидает армию, потом уже у нас тут все запаковалось, но я, в принципе, вернулся, и Думстер продолжает здесь пушить сверху, или шо он делает. Ратушу начинает пушить и закрепляет преимущество ДС-демочками. Здесь, в принципе, ничего не происходит, скирмы подтягиваются, может, будут рейдить. Что мы видим? Маргугу на 10, крестьян все еще больше. И здесь, если запивить, но Думстер не пивит, хотя, блин, одну катапульту слил. Здесь... Вау, найс. Маргугу размикривает 3 катапульты. Да, он 3 катапульты убивает. Лол. Здесь одна оставшаяся осталась. Он останавливает пуш манганелями. И теперь, да, есть 18 кермов, есть какая-то армия. Ягуаров не делаются. Маргугу купить 100 камней и поставить второй замок, в принципе, вот куда-то сюда, да? Наверное. Скирмы себя тоже, в принципе, уже засветили, показали. Мельницы крутятся, напоминают о древних временах. Но здесь очень много ферм начинает кельт фигачить просто. Самое время сравнить экапы, на самом деле, да, здесь тачки нет, нового делается, а здесь, в принципе, все так балансно, хомутик есть, а вот от стека будет много леса тратить без... не, хомут есть. Не, вот стек тоже нормально, чисто тачка делается, все нормально у него. Да, действительно ставится замок ровно туда, куда я и предполагал. В центре, в принципе-то, золота камня особо нету, да. На самом деле ресурсы распределены уже по кольцу, но здесь рейдеры врываются, самое время делать ягуаров, они, конечно, помедленнее, но все равно могут что-то делать. 3 штуки есть, они выдвигаются налево против скирмов, на самом деле, но здесь им впору заметить рейдеров. Рейд. Апается пехота также. Так, катапульт куда тоже убежал, наверх убежал. Начинает делать реально много ягуарчиков. Так, тут еще слив скирмов, на самом деле, об замок пошел, не заметил. И ягуары очень сильно юнит, конечно. И за каждое убийство они будут получать еще плюс урон. Давайте посмотрим на эту тему. В принципе, оп. Кто убьет его? Ты убил. Да, 15 плюс 1. И еще плюс 1 будет. То есть за каждое убийство вплоть до 4 плюс 1 единица урона. Так, ну что ж. Выход на дополнительный камень. И здесь та самая катапульта. Бэнк-чпоньк. Минус, и заметить максимально быстро невозможно. Но сейчас могу бы заметить на Маргугу, но нет, еще минус 5 крестов просто эта катапульта дает. И уже у Думстера плюс 20 крестьян. Да,
Больно здесь Маргугу. Врываются рейдеры, он просто не поспевает везде. Я думаю, неплохая идея все-таки было иметь стак лучников, 15 лучников, которые уже с баллистикой, с нормальными апами, которые будут расстреливать все-таки рейдеров. Но этого нету. И здесь все минус. Зажимают по карте полностью Маргугу. Посмотрите, 60 там на еде, это просто забейте. Просто 60 на еде, ребята, работают везде. Рейдеры на центральных фермах, которые абсолютно ничем не защищены. Здесь катапульта, а? На холме не знаю, что забыла. Ягуары пытаются угнаться, у них скорость неплохая, 1.10, но здесь 1.35, не угнаться. Соответственно, ну, здесь рейдер сейчас себе настругает киллов. В принципе, блин, то есть он все больше и больше урон наносит. 15 плюс 2, ну импы нажимает товарищ. Импы нажаты. Думстером. И он играет, продолжает играть с рейдерами. Все-таки мобильность это чуть ли не самый важный показатель, реально. Здесь увернулся Маргугу, маленький камушек прилетел в него, но он выжил. И здесь ставятся 3 осадки, помимо того, что есть еще одна, есть тут еще осадочка. То есть куча осадок. Неужели скорпы? Да, первый скорпион в заказе. Замок потихонечку нагнетает Думстер. И у него уже плюс 30 крестьян, хотя он отставал довольно-таки серьезно на 20-ку, по-моему, да? Рейдеры рейдят. Так, ну здесь, конечно, хоть, ну, получается, повысили базовый урон ягуаров 15. Ну и бонус тоже остался по пехоте 5. То есть суммарно там 20 урона будет проходить. И массовый продакшн скорпов. Окей. Против ацтека. Ну, ацтек может в теории тут монахами поиграть. Релики валяются, кстати, никому не нужные. Так. Очень сильная экономика, честно говоря, у Думстера. Тут уже 64-36. С такими цифрами можно разогнаться, конечно. На самом деле, да, не принимают бой рейдеры, пытаются убежать. Получают по щам половина из них. Импы тоже нажимает. Импы в безопасной ратуше. Ацтек нажимает. Окей. Еще замок кельтский. Теперь очень красивый. Здесь смотрим. Леса много нет у Думстера, чтобы прокатать тяжелых скорпов. Но, может, на элитку хватит рейдеров. Скорпы выезжают. Так, Манганель подтягивается. И очень красивый замок. Смотрим. Замок ставится. Импы. Жесть. Импы 180 лимита. Очень тяжело. Думстер разносит катапульту. Рейдеры. Так, и он апгрейд на золото делает. Ничего особо не прокачивает, на самом деле. И ставит свой прекрасный замок. За кельта еще можно прокачать такую тему, как... Так, ладно. Это очередной баг. Ой-ой-ой. Ну здесь скорпы, кстати, подходит под манганельку. Он начинает стрелять. Но скорпы близко подошли, еще минус 2. Здесь смотрим. Баллистики до сих пор на скорпов нету. Здесь катапульта пытается отменить даже замок. Так, неплохой момент для Маргугу. В принципе, можно попытаться. Сближение произошло. Даже сделать забол. Квикволит. Жестко. Квикволит. Но здесь есть дырка. И вроде как почти катапульта убивает. Так, тут все скорпы сдохли. Ё-моё. Катапульта не успел отменить замок. Но здесь врываются чуваки. Успели? Временно отменить успели. Но 145 крестов позади всего этого происходит. И ап на элитного рейдера. Прямо сейчас армии практически нету Думстера. Интересно, да? Но Треба уже работает по его ратуше. Но ратуша имперская идет слева. Так, хорошо. Но очень много камней у Маргу, кстати. Неужели он может зацепиться? В принципе. Тут еще тяжелый скорп. Элитка на рейдеров. Капец. Я хотел... Да, еще есть коронка. Цитадели, по-моему. Нет, цитадели это у перса. В общем, Стронгхолд называется. Коронка у кельта, чтобы замки... быстрее стреляли и еще регенили хп. Замок в центральную экономику. Постоянный обуз рынка идет от игроков. Стены тоже ребята достроят, я уверен. И уже есть 3 треба делать. Еще 3 треба. Скорпов, конечно, подслил. Ну, уже тяжелый рейдер. Тяжелый рейдер просто имбовик. Сколько в нем хп, кстати? 85. Урон 15. Тоже очень жестко. Скорость 1.40. То есть просто какой-то уже нереальный юнит. Относительно дешевый по золоту там. Который все еще контрится ягуарами. Красава. Так, доделывается баллистичка. В принципе, слишком сильная экономика, думаю, Думстера. Маргугу не сдается, уходит направо, забирает золото. Делает тру броню на ягуарчиков своих. Но у него ресурсов практически нету, да. Здесь скорпов ему крыть, ну нечем. Делает он манганельки? Конечно. Но я боюсь, что здесь скорпы уже зарешают. Они с баллистикой, плюс замок стреляет. Да. Даже здесь... Ну, добил все-таки один треп ценой всех. Очень поздняя вторая броня. Должна сейчас идти была третья.
Понимает это сам Маргугу, он тут контролирует неплохие ресурсы, но пока они не актуальны здесь сейчас. Рейдеры тупо убегают от ягуаров снова. Замок падает, все падает. Жесть. Кельт просто разносит все-таки здесь. Неужели это конец? Так, тут нужно лимит у Думстера. Последнюю броню он делает. Кстати, только сейчас сам. Рейдеры тут покушают крестов. И элитного ягуара все-таки заказывает. Здесь у нас... Ну, элитный ягуар, это, конечно, жесткая тема, но проблема в том, что... Здесь он заказывается, понятно. Замки теряются просто мгновенно. И тут тоже катапультам не сдобровать, судя по всему. Ну, или их заигнорят, либо их убьют. Жесть, жесть. Все разрушается. Да, есть элитный ягуар, соответственно, не апаются. И здесь они добавляют щей. 19 плюс 1 урон, еще там бонусом будет. 75 хп, броня тоже хорошая. В принципе, скорость, правда, это проблема. То есть мужики такие крутые, но медленные, в отличие от рейдеров. Рейдеры какие-то слишком быстрые. Ну, в этом и суть. Они слишком быстрые и сильные, и не знаю, да, что-то я не уверен. О май гад. Ягуары падают. Здесь, конечно, разнесли пацанчиков. 19 плюс 2, 19 плюс 3 здесь у чувака, потому что он убил там юнитов. И здесь все-таки не подойти к Скорпиону. Не подойдешь ты так просто, потому что последней брони до сих пор нет, и он делает атаку, понимает, что атака это не то, делает броню. Окей, кузницу, кстати, никто не убил, а очень важное здание, как обычно. Здесь, кстати, да, вот замок от Думстера. Неплохо здесь 4 ягуара все-таки сработало, но теряет слишком много ферм, в конце концов, да. Замков уже потерял, один замок всего лишь остался. И даже домиков нету, то есть просто капец, просто... Сноубол. И здесь рейдеры, я думаю, могут смачно принять бой. И он должен стать уже, скорее всего, последним. Думстер дапывает еще и атаку. И ГГ, и Маргугу, фаворит в матче, проигрывает в этом противостоянии. Час 20 длился матч, просто офигеть. Проходит дальше Думстер. Ну, красава, очень агрессивно сыграл. Крестов вообще не делал. Там что-то там миллиард минут айдла в темной эпохе. И пофиг, все равно кельты зарешали. АПМ у него, кстати, повыше был. Скорее всего, мне Capture Rage нормальной статистики здесь не даст за всю игру. Хотя... Нет, дает, да. Чуть-чуть лучше, больше убил. Здание кучу навалил. Но, в принципе, молоток, блин, просто выжил спокойно. Кучу армии все-таки заюзал. На вышках отдефался, блин, молодец, Думстер. Вот так неожиданно хорошо себя показал. Больше леса только это был Маргугу, но это не помогло ему почему-то. Почему-то не помогло, не заюзал его никак. Казалось бы, да, как там по переходам у нас шло, в принципе, да? 35-я минута феодал, 39-я. Тут тоже 45-50 раньше. А вот в МП уже нет, да? А вот в МП уже не фартануло. EPM. Хотя Маргугу бумил, но не все заключается в буме. Переключение в армию тут зарешало Думстера. Блин, ну вот такая заруба просто нереальная на этой карте. То есть то, что хотели, видимо, админы, они получили. Супер заруба, начинающаяся здесь с оленей, заканчивающаяся везде просто хаосом. Ставьте лайки и до новых встреч.